Я только что собрала Кюбельваген за 700 рублей. И после этой модели я уверена, традиционный моделизм в России может скоро исчезнуть. Вы не поверите, но в инструкции этот автомобиль назвали автомобилем-бочкой, а в русской литературе его зовут автомобиль-лохань или тазиком. А как вам такой перевод? Эта модель собирается буквально за 5 минут. Приставил две детали, капнул клея и все, готово. Даже маленький ребенок справится. В конце видео я сравню эту модель с тем, что нам предлагает звезда, и вы неприятно удивитесь. А в конце я сделала реалистичную русскую грязь. Как говорили немцы, в России бывает всего 3 сезона: грязь мокрая, грязь застывшая и просто грязь. У меня получился классический сезон грязи. Перед вами та самая модель, которую я купила всего лишь за 700 рублей на Озоне, и она, я думаю, уничтожит все моделирование в России, так как за эти деньги мы получили шикарное качество. И это Менг. Менг — это китайцы, и, скорее всего, у них какой-то там сговор с Озоном, потому что очень много китайских моделей. Конечно, ты ждешь их чуть больше, чем один день, но при этом цена нашим российским производителям довольно сложно конкурировать с такой ценой 700 рублей за такой очень классный, интересный набор. Давайте посмотрим, что внутри. Я уже начала собирать, как видите. И здесь очень классная инструкция. Во-первых, она цветная, и понятно, какая деталь тут уже подсобрана, какая только приступается к сборке. И очень все понятно, не перегружено и детально. Тут даже есть на русском надпись, что бывает крайне редко в китайских наборах. Как правило, это только доступный мне английский язык. Тут все продублирована на установка дополнительных топливных баков. В общем, каждый шаг описывает, какую конкретно мы деталь тут собираем. Сборка передних фар. Вот передние фары мы собираем. Ну и так далее. Соответственно, очень много вариантов окраски. Тут показаны все 4 ракурса. И подсказка, какими оттенками красить автомобиль. Очень классная инструкция. Пластик приятный светло-серый, он очень мягкий и при этом твердый, держит форму. Хорошо держит форму, детали не тонкие. Не знаю, насколько это масштабно, но мне понравилась очень стыкуемость этой модели. То есть просто ставишь деталь, она стоит, ты ее не придерживаешь, ни при как-то не устанавливаешь ни с усилием, ни без усилия. Просто ставишь, капелька клея, и все, она у тебя на месте. То есть не надо даже прилагать никаких усилий, чтобы соединить, например, вот эти две детали между собой. То есть все перпендикулярно, точнее, в соответствии с тем углом, который необходимо поставить, нужные поддержки, и тебе не нужно никак лавировать угол установки конкретной детали. Все очень легко. В наборе резиновые покрышки, и они очень классного качества. Делает наши фирмы, такие как «Звезда» и АВД, не совсем конкурентоспособными по качеству и по цене. Самое главное, цене 2000 или 700 рублей. Какая большая разница. И, конечно, у этого набора тоже есть небольшие косяки. Например, это перевод инструкции. Он иногда вызывает улыбку. Некоторые термины переведены очень странно. Особенно это касается системы выхлопа. И, честно говоря, читаешь и думаешь, надо же так завернуть. Но в целом это такие мелочи, которые не сильно портят общее впечатление. А еще меня немножко позабавил один интересный момент в самом начале инструкции. И Кюбельваген там гордо назвали автомобилем-бочкой. И в этом есть своя доля правды. Ведь в старой российской литературе его часто переводили как автомобиль-лохань или же автомобиль-тазик. И это звучит довольно забавно, согласитесь. Конечно, слово «лохань» сегодня уже почти никто не употребляет, но автомобиль-тазик точно звучит очень интересно. Но давайте о приятном. Сам процесс сборки оказался на удивление очень легким и приятным. Буквально берешь две детальки, пристраиваешь их друг к другу, капаешь немножко клея и вуаля! Все сидит как родное, никаких сложных стыков, никакой долгой подгонки. Просто наслаждение, а не работа.
Но после того, как модель была полностью собрана, я начала подготовку к окраске. Сначала я нанесла белый грунт, потом поверх него прошлась немножко черным цветом. И это помогло мне создать предварительные тени и, главное, закрыть все труднодоступные места, чтобы потом не было обидных белых просветов грунта. Ну а дальше началась самая интересная часть – это основная окраска. Здесь я использую краски Мачете и именно песочно-бежевый оттенок. Жаль, что в линейке Мачете до сих пор нет хорошего желто-оливкового цвета, такой, который характерен для немецкой техники позднего периода Второй мировой войны. Но при этом песочный бежевый цвет тоже вполне себе достойный, и он справился со своей задачей. Ну а после базового слоя я добавила легких высветлений, чтобы модель заиграла большим объемом. И мне захотелось сделать классический камуфляж. Я решила попробовать нарисовать его без масок, просто чистым аэрографом. И скажу честно, получилось не очень идеально. Закругления камуфляжных пятен вышли не такими мягкими, как бы мне хотелось, а полосы получились слишком прямыми и геометричными. И, пожалуй, это самый небольшой мой личный минус в этой сборке. Ну а когда камуфляж полностью высох, пришлось вернуться к ручным работам. Нужно было аккуратно окрасить элементы подвески, выхлопную систему, детали салона, в том числе такой вот важный элемент, как руль. И для этого я использовала черные краски от фирмы ICM. И они хорошо легли и дали мне нужную глубину. И мне очень нравится их матовый оттенок. И несмотря на довольно компактный размер модели, ходовая часть проработана просто отлично. Все детали подвески выглядят очень убедительно и реалистично. А далее я начала финальную сборку. Я приклеила все детали, которые красила отдельно. 2 сиденья я посадила на пол салона на суперклей. Они уже были полностью окрашены. А при этом цена этой модели очень радует. Я не знаю, это разовая акция магазина или же это уже новый приятный тренд, но за такие деньги ты получаешь современную, хорошую, детализированную модель, и это настоящая удача и удовольствие. Поживем, увидим, как это будет дальше, но пока это очень приятная акция. Ну а чтобы поймать действительно выгодную цену, мне пришлось превратиться в настоящего охотника за скидками. Постоянно обновляешь страницу на Озоне, скроллишь ленту товаров, смотришь рекомендации, ловишь момент, когда цена падает. И это уже отдельный вид хобби. Это такой мини-спорт. Но я считаю, что этим обязательно нужно пользоваться в свое удовольствие и в свою пользу. Хотя я не знаю, у кого столько времени сидеть в этом Озоне. У Мен, кстати, есть один довольно странный момент с покрышками. Протектор на шинах дан в необычном направлении. Елочка смотрит вверх, хотя по логике должна смотреть вниз. И при этом на архивных военных фотографиях направление протектора встречается и так, и эдак. И, видимо, солдаты просто часто меняли колеса и не всегда обращали внимание на правильную ориентацию протектора. Это такой интересный исторический нюанс, который я обнаружила при сборке этой модели. Я работала на живую. Я размывала темные цвета в углублениях в тенях, а более светлыми тонами я подчеркивала рельеф и выступающие детали. И получилось сразу и как фильтр, и как смывка, и камуфляж стал более мягче и гармоничнее, и не таким ярким и граненым. И, конечно, если честно, то, наверное, лучше бы делать этот камуфляж через трафарет. Кстати, раз уж мы говорим о немецких военных автомобилях, интересно сравнить эту модель с тем, что предлагает российская фирма «Звезда». У них в этой линейке можно собрать знаменитый Хорьх. Я его собирала несколько месяцев назад. И это очень старая модель от Итальери. И, по сути, это репак еще модели 80-х годов. Сравнить ее с новой моделью от Менг – это действительно небо и земля. Разница просто огромная. Ну а потом я перевела декали. Они, конечно, хорошего качества, но слегка глянцевые. И в идеале их стоит потом покрыть матовым лаком, чтобы блеск ушел. У «Звезды» декали обычно получаются чуть более матовые, и они сразу приятны после нанесения. Но эти тоже выглядят достойно, но за кадром я потом немножко их обдала тем же маслом, чтобы поверхность модели выглядела однородно, как единая картина. Ну и, наконец, завершающий штрих я нанесла легкие загрязнения. Мне захотелось показать Кюбельваген так, как будто он часто ездил по русскому бездорожью. Я намешала акриловую пасту с коричневой краской и нанесла эту объемную рельефную грязь. Получилось довольно живо и атмосферно. Как когда-то говорили немцы, в России бывает всего 3 сезона. Мокрая грязь, грязь засохшая и просто грязь. Так что у меня получился классический, самый настоящий сезон грязи. И вот такой Кюбельваген у меня получился, и за 700 рублей я очень довольна, потому что работать было с ним очень просто, проще не придумаешь. Так что, надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки.